Всем доброй ночи. Перед вами статуя Тиграна Великого, одного из величайших царей в истории человечества. Великому Тиграну было посвящено 25 опер знаменитых композиторов Верди, Бизе и прочее, прочее. О Тигране Великом написано очень много легенд, рассказов, очерков. Написано римскими историками, написано греческими историками, философами. Его называли одним из величайших царей своего времени, потому что этот человек не разрушил ни одного города. Везде, куда бы ни вступала его нога, где бы он ни вел завоевательские войны, он не трогал местное население. При нем арабы создали свое государство с его помощью. При нем процветала наука, культура, многие философы, поэты, историки и величайшие умы того времени жили в Тигранакерте. Он построил несколько Тигранакертов, по некоторым данным 7, некоторые говорят 20. Его столица Тигранакерт находилась ныне в современном городе Эрзрум, который находится сейчас на территории Турции. Последний Тигранакерт был открыт и обнаружен в Нагорном Карабахе не так давно. При Великом Тигране Армения называлась от моря до моря. Была Великая Армения, Малая Армения, Арцах, Утык. На самом деле армянское царство было действительно могущественным. Я считаю, что христианство загубило мою нацию и мой народ. Воспитанные в духе христианства «не убей», «подчинись», «молись». Христианство вообще-то, по сути, практически чуть не уничтожило нашу нацию. Мне очень жаль, что фанатично до сих пор верят в то, что каменный крест их спасет, либо свирепый бог пустыни Яхве услышит их молитвы. Мне очень жаль, что люди верят, что стены храмов, которые давно уже продались за копейки, способны спасти нацию. Мне очень жаль. Я надеюсь, что наш народ все-таки прозреет постепенно и поймет, что все, что мы получили на свою голову, это из-за того, что мы отвернулись от родных богов. Пусть хоть один человек мне скажет, что во времена язычества Армения была слабой, подчиняющейся, бедной и несчастной. Языческая Армения была независимой и сильной страной. Все цари языческой Армении отличались доблестью, они были истинные воины. Все цари христианской Армении, практически основное количество, погрязли в блуде, в непотребностях. Особенно страшная в истории Армении роль страшную сыграли аршакиды. Более испорченных царей найти невозможно. Это все были христианские цари. Христианство привело к подчинению, к покорности врагу. Наши святые отцы предавали нацию ради своих благ. И вот так мы дошли до того, что проворонили все, что нам было оставлено нашими великими праотцами. И осталось нам только один камень.
И хотя их душа, их сила нам покровительствует настолько, что за 2000 лет после принятия христианства мы так гордо говорим, мы первые христиане мира. А что хорошего оно дало нашей нации? Абсолютно ничего. Индусы, которые не отвернулись от родных богов, их 1 миллиард. А нас буквально недавно 2 миллиона вырезали. И весь мир еще пока и не признал. На наших землях живут народы, которые нас убили. Практически наши палачи, которые спокойно живут, убирают следы нашей цивилизации, искажают историю под себя. Нам оставили только камень. И даже этот камень пытается у нас отобрать. Мы не бедная несчастная нация. Мы любящие богатство, хорошо живущий народ на самом деле. Вот эту всю пропаганду, эту хрень не слушайте. Что в Армении живут бедные, несчастные. Так пишут люди, которые сами бедные и несчастные. Поезжайте в Армению, посмотрите, какие у них трехэтажные каменные дома. Такое в жизни вы не видели. И из каждой семьи кто-то работает то в России, то в Америке. Они не нуждаются ни в чем. Здесь мы, может быть, многого лишены и пытаемся жить скромно, чтобы помочь семье. А там нет. Там все свое. Своя земля, свои фрукты, овощи, которые 100 раз вкуснее, чем эти пластмассовые китайские все эти продукты. Дело не в этом. Дело в том, что мы некогда, будучи могущественной нацией, зная, что нас знают и весь мир знает, кто мы есть, насколько мы древние, мы считаем, что этого достаточно. Нет, дорогие друзья. Некоторые тратят миллиарды на лжеисторию, на лжепропаганду. А мы сидим гордо и думаем, но если кому надо, пускай откроют энциклопедию и узнают, кто такие армяне. Никто этого делать не будет, поверьте мне. Мы сами должны миру это говорить. Невзирая ни на что, есть незримая рука, которая нас оберегает и мстит за боль армянства. Любая империя, которая поднимала руку на армян, исчезала с лица земли за короткое время. У меня есть ролик, называется «Какая сила помогает армянам» или «Мстит за армян». Надо, кстати, глянуть там. Давно не смотрела. Не написали ли всякие бараны все что угодно. Любят они это делать. От комплекса неполноценности. Невзирая ни на что, мы народ воины. Талантливый народ. Как сказал Познер, это настолько гениальный народ, что из камня делает деньги. Да, так и есть. Дорогие друзья, я провожу этот ритуал для своей нации, для своей родины. Потому что тот, кто не уважает свои корни, не способен уважать и любить другие народы. Вы знаете, насколько я уважительно отношусь к каждому народу. И насколько хорошо и с трепетом изучала историю каждого народа. Поэтому могу вам преподнести это и рассказать. Но тот, кто не любит своих, он не полюбит и других, поверьте мне. Сначала начните с себя. Если помните, когда в Армении началась революция, я попросила своих соотечественников провести кое-какой ритуал и выставила этот ритуал. И они провели. И вы знаете, все получилось, как мы хотели. Когда много людей просит об одном и том же, то покровительствующие силы способны им помочь. Это факт. Когда ведьмы собрались на шабаш, они потопили корабль испанского флота. Это факт. Иствинские ведьмы. Так вот, даже Сталин сказал об этом. Что ведьмы потопили корабли могучего
царя, то есть короля, которого вся Европа боялась, сказал Сталин, тем самым подтвердив, что верит, скажем, в магию, в существование сверхъестественного. Он сам был семинарист, между прочим. Кто был Тигран Великий? Человек, который 20 лет провел в плену, в парфянском плену. Он был отдан как заложник для того, чтобы удержать армянские войска от нападения на Парфию. 20 лет человек был в плену, вернулся на родину почти в 40-летнем возрасте. Восел на трон и подумал, что слишком опоздал. Но не стал отчаиваться. Он 40 лет только женился, и в 40 лет у него появилось потомство. Он женился на Клеопатре Понтийской, он женился на княжне Амаспюр. У него был огромный гарем самых красивых женщин Востока, Азии, Рима, Греции. Чего только не было у него. Он стал одним из величайших правителей, покорил Финикию, покорил Междуречье, Осроене, покорил Ахименидское царство, покорил Парфянское царство, отобрал у них титул царя царей, оставив им только титул подчиненных ему царей. Он стал одним из величайших правителей своего времени. Одолел римского проконсула, потом ставшего военачальником Лукула. Одолел Гнея Помпея, потом заключил с ним договор. Не пожалел своих собственных сыновей, когда они предали свою нацию. Казнил их за то, что они вели вражеские войска на столицу, чтобы забрать его трон, ну и в то же самое время за то, что в самый трудный момент ударили в спину своему отцу. И такие люди, как он, как правило, настолько были сильны и после смерти настолько часто обращались к их душе, что со временем жрецы говорили, что тот или иной правитель стал Богом. Это, может быть, звучит не очень привычно для уха, но на самом деле, дорогие друзья, это некое божество уже. Как говорят, средняя цепочка богов. Тот, который создал эту огромную империю, который так преданно любил свой народ, когда он заставлял между собой жениться детям из окраинных княжеств и князей, которые жили в центре, в столице. И когда его спросили, почему он такие жестокие законы издает, он сказал: мудрый правитель не только свою столицу замечает, он еще замечает окраины. Он укрепляет окраины, не пуская чужие ветра. Это был воистину стратег и сильный человек. И стратегия, которую он выработал, долго потом пользовались и украли, и присвоили, как всегда. Вот, например, ведение боя «Римский свинья» называется, когда треугольником, видите, вот он, наверное. Ну, видели, вы, наверное, видели, да, 13-я минута. Вот просто спокойно ушел. Некто что-то, сгусток прошелся. Ну вот как это объяснить? А говорим мы о Тигране Великом. Одним словом, кому это интересно, откройте, посмотрите. Не каждый человек, побыв 20 лет в плену, выйдет оттуда и станет величайшим правителем. Не каждый. Уходя, он обещал, что будет приходить к своему народу на помощь всегда, когда в нем будут нуждаться. А сейчас, в данный момент, мы в нем очень нуждаемся, потому что ожидания народа не совсем оправдались. И правители наши, если вначале были кровавые, сейчас уже слабые.
И на том спасибо. Я и даже этому радуюсь, что хотя бы людей не пытают, как раньше, не издеваются, хотя бы какой-то просвет есть, но слабые, очень слабые. Доверия уже нет и ничего нет. Нам нужен он. А у нас, у армян, есть такое выражение. Ах, пришел бы такой-то, один из наших великих героев, да, и помог бы своему народу. Почему бы его не позвать и не попросить? Ведь мы так виноваты перед ним. Ведь нас наказывают за то, что мы отвернулись от родных богов. Неужели не доходит до вас, дорогие люди, что тот холодный крест, который вы целуете, ничего вам не дает? И он вас не любит. И чужой бог никогда не будет своим. И для чужого бога мы рабы. Вот он и обращается с нами, как с рабами. Раба не жалеют и не любят. И плевали на боль раба. А для родных богов мы были дети. Если этот ритуал будут совершать армяне, которые желают благоденствия своей родине, которые трезво мыслят, которые меня услышат и до них дойдет, со временем вы удивитесь, насколько сильно поменяется ситуация в нашу пользу. Впрочем, нас всегда ненавидели веками и завидовали нам. Но это нам не мешало жить до сегодняшнего дня. Нас многие ненавидели. Вавилоняне ненавидели, где они, их нет. Ассирия нас ненавидела, исчезла в веках, растворилась. Римская империя пыталась нас уничтожить, самой не стала. Византия хотела нас растоптать, ее нет. Монголы прошли, их нет. Османы пришли, и Османской империи нет. Ахемениды хотели нас уничтожить, их империи нет. С нами никто ничего не сделает, потому что наши боги, невзирая на то, что мы их предали, они нас не забыли и не отвернулись. Призовем дух великого Тиграна, пусть он поможет нашей родине, ведь сам обещал, что будет приходить, когда мы в нем будем нуждаться. И я вас уверяю, через некоторое время вы заметите эту разницу, если будете следить за политической ситуацией. Потому что его дух полубога, покровителя своей нации, очень, очень силен. Я это не раз ощущала, и я вам говорю сознанием дела, не просто так. Текст я читаю на русском языке, хотя я говорю с ним и на армянском своими словами. Говорю на русском, потому что русскоязычных много армянского населения, и для них удобнее так. Но духи нас слышат на любом языке. О душа великого царя царей, о сын Отечества, благодетель Родины, достойный потомок могучего рода Арташесидов, славный царь из славного рода, я взываю к тебе. Я одна из крови и плоти племени Кайкидов. О повелитель, ты создал сильнейшую империю, укрепил границы Родины и заставил весь мир уважать армянскую нацию. О великий Тигран, избранник богов, ставший сам Богом, покровителем Родины своей. О царь царей, прости нас, если сможешь. Ты разгневан на нас, ведь мы потеряли наследство, оставленное нам тобою. Прости нас, неразумных. Мы отвернулись от родных богов. Мы предали свои корни. И ты отвернулся от нас. О царь средь царей, великий правитель армянской земли, вспомни свой завет, ведь сам же сказал ты, что сердце свое оставишь с народом и возродишься с каждым армянином. О Ашхаракал, Тиракал, Тигран, не гневайся на нас, услышь наш голос. Земли наши остались диким племенам, святыни наши разрушены, историю нашу искажают. Мы и так наказаны богами за непослушание.
О повелитель, мы заплатили дорогую цену. Жизнь поколений, миллионы судеб. И все на алтарь чужеродному Богу и каменному кресту. Нас никто не услышал, никто не спас. Все потеряли, остались одни. Море отняли, земли забрали, оставили нас на голых камнях. Но и на камнях мы построили мир, страну и державу. О повелитель, мы ад за адом проходим, наш талант и сила вызывают зависть. Мы боремся, мы воюем, кровью платим за камень, оставленный нам. Боги сполна наказали нас за то, что мы их покинули и предали, и оставили веру предков. О Ашхаракал, Тиракал, Тигран, дух, покровитель народа армянского, прости неразумных, вернись к своему народу, протяни руку спасения. О повелитель, благодетель Отечества, ты в силах помочь. Ты в силах изменить ход ужасных событий. Я взываю к душе великого царя, хозяина, повелителя Азии и Востока. Да вернется твоя сила и мощь. Не дай в обиду свою родную кровь. Ты наша память, ты наша гордость. Воспрянь дух крови гайкидов. Встань, великий воин Тигран, Ашхаракал, Тигран. Встань, приди на помощь народу Аскенази, царству Араратскому. Мы кровью заплатили за свою беспечность. В страданиях прошла бесконечность. Пришла пора, настало время, пробыл час. Воздам тебе хвалу. Голову склоню перед тобой и попрошу тебя, смилуйся и помоги. Раскройся, врата бездны, открой дверь, мир духов. Поднимись, дух великого Тиграна, и так защити, так исправь, и убери все бедствия от родины нашей, чтобы враги наши остались смущены. И селись в того, кто во главе народа армянского, через него руководи. Приведи народ наш к победам, заступись за наш народ и наше Отечество перед богами родными. Да помогут они нации армянской, о сын армянского народа, ставший Богом, покровителем нашим. Поспеши, услышь свою страну. Дай силу все перебороть. Приди к нам на помощь. И на удивление всему миру прославь нашу Родину. Я знаю и верю, что ты меня услышишь. По повелению армянских богов твоя душа отныне вернется на землю для помощи нации и прославления Армении и племени гайкидов. Да будет так.